Привет из третьего троллейбуса, маршрут третьего троллейбуса Флакеры на телецентр. Едем на собрание ФЛКСМ получать решение медицинской комиссии о инвалидности. И как всегда попытаемся поснимать все на нашем пути. Остановка Флакера. Чернышевского 74 дом, вот напротив, в котором раньше был гастроном, большой гастроном, на весь магазин, на весь первый этаж, то есть. Здесь был книжный магазин в 72-м доме, а в 70-м была парикмахерская, если помните. И там был мастер Ясман, фамилия, такой высокий, с такими усиками, седой дядька. Он стриг моего дядю, царствие небесное. И я у него стригся как-то, прикольно было. Здесь какое-то пошивочное ателье было. И вот 62-й дом по улице Чернышевского. Сейчас пойдем по Белинского. Сейчас будет светофор, перекресток, и троечка повернет направо на Белинского. Видите, наш троллейбус обгоняет 21-й на Рожкановку, Чеканы, на Чеканы, через Рожкановку и Старую почту. Повернули на Белинского. Сегодня еще свежо, завтра, послезавтра обещаем потепление. Погода осенняя. Октябрь месяц заканчивается. Слышали, Страда Белинский. Новая остановка на Чайковского. Страда Петр Чайковский. Наслаждайтесь осенним Кишиневым, дорогие друзья. А я сегодня позвонил по телефону горячей линии, потому что уже больше месяца ко мне не приходило решение медицинской комиссии. ВТЭК называется здесь. Медицинский, ой, какой сладкий домик, видите, двухэтажка. Какие они теплые, уютные, семейные. Да, решение комиссии по инвалидности больше месяца. И, соответственно, в этот период я не получаю пенсию. А надо еще сначала подать документы в райсобес, взять справку из ЖЭКа с места жительства, потом подавать документы, и потом уже будет пенсия, да. И они мне ответили очень, кстати, любезно по телефону, чего я не ожидал. Говорит, решение уже есть, сегодня собирались его вам отправить по почте, если вы хотите получить его лично сами раньше, чтобы не ждать почту, приходите к нам
Это здание министерства, там прямо рядом с остановкой 40 лет ВЛКСМ. И они сказали, можете позвонить, мы вынесем это решение, потому что там вход типа запрещен в связи с, сами знаете, с чем. Во что многие мои коллеги, я в том числе, не верим. Буквально со 2-3 дня появления этой истерии, которую я сказал, что это, про которую я сказал, что это психоз и афера. Нет, афера мирового масштаба. И потом уже пошел такой процесс психоза, распыление психоза через СМИ, и которые работают по принципу, когда, знаете, если дерьмо сыпать на вентилятор, вот примерно такой же стиль работы у СМИ, да, которым я и так не питал доверия, потому что знаком лично с многими журналистами с этой сферой и знаю, что она оплачена и находится в руках богатых людей. Но мы не об этом. Уже повернули на улицу Панфилова. Следующая остановка улица Кока как раз будет такой Т-образный перекресток начала ботанического сада. Я всегда говорю ботанический сад, как все старые буряканцы, ботанический сад, Боташ. По-новому сейчас называют дендрарий. Хотя это одно и то же. Мне так кажется. Смысл. Не будем вдаваться в подробности. Самая главная нам локация, картинка улицы, тротуара Кишинева. Но есть такое название, потому что от названия люди зацикливаются на деталях названия, хотя от названия сущность предметов не меняется никак. Как помните, раньше было модно. На «Жигули» ставили значок Мерседеса или на «Москвич», но он же от этого не становился Мерседесом или там БМВсом. Все равно оставался «Жигуленком», «Москвичом», так что... Страда Eugen Кока. Вот. Сейчас мы поднимаемся по Панфилову. По Панфилову, да, и будем поворачивать на Садовую. Не сначала на Пирогова, а потом завернем там, где раньше был дневной кинотеатр. Игральные автоматы и такая гротарная, шашлычная гротарная. Сейчас не увидите, потому что я сижу слева. Красивые сосны вдоль забора ботанического сада. Повернули на Пирогова, ныне это называется Гагаринчану. Не знаю, кто это, к сожалению. Кто хочет узнать, Википедия вам в помощь. Сергея Лазо пересекаем. Мы сейчас будем поворачивать направо, чтобы потом сразу повернуть налево и попасть на Садовую. Паркul Valea Morilor. Новое название Комсомольского озера Цепокион, Валя Морилор парк. Нижняя мельница, кажется, или Валя. Или верхняя. Вот, посмотрите, как водитель нового троллейбуса любезно выходит из кабины. И сейчас он организует пандус для
для инвалидной коляски. Он тоже. О, слышали? Пандус откинулся, и инвалидная коляска скатилась. Жалко, женщина закрывает нам вид. Это входит в обязанности водителя троллейбуса. Вот видите, там такая желтая панель, крышка. Вот она имеет свой замок, у него специальный ключ, он ее откидывает, и тележка, инвалидная коляска или тележка скатываются или поднимаются. Сейчас будем поворачивать на Садовый. Universitate de Stat. Вот. Вот. Госуниверситет и центральный вход. И вот это большая лестница, спуск к Комсомольскому озеру в район Зеленого театра. Зеленый театр еще есть до сих пор, кстати. Да. Старая архитектура еще сохранилась, и обилие зелени, очень много зелени. Вот наши друзья, наши кишиневцы из Америки, с которым вы могли видеть предыдущее видео, и еще последует. Очень ой. А мне позвонил Вова дальнобойщик, но я потом ему отвечу, не хочу прерывать запись, уже сделаем сплошняком, чтобы вы насладились полностью. Опять. Да, это Вова дальнобойщик, ничего, она нас не обидится, мы на работе. Мы снимаем. Улица Гоголя, которая здесь заканчивается. Вот водонапорная башня, в ней сейчас музей. Жаль, что у меня нету еще двух рук, чтобы я еще делал фотографии. Надо телефон доставать. Надо придумать какое-то крепление для камеры, для троллейбуса. Знаете, как Мореля Радович, помните, когда выступала одна певица? Там музыкант ее или она сама, там он сразу и барабаны бил, и губная гармошка на специальном держателе, там гитара. Ну, так, как это, человек-оркестр, да? А меня как назвать? Если придумать приспособление для камеры и еще, чтобы можно было фотки делать по ходу. Вот объявляю конкурс на лучшее название человека с обилием фото и видеотехники. Государственный университет. Всем привет, кто учится в этом университете. Кто дружил со студентами университета тоже, кто бывал здесь на Магале. Всем привет. Сейчас будем пересекать начало улицы Пушкина. Именно начало, потому что движение транспорта по Пушкина вниз. Вот мы сейчас проехали стоянку автомобилей ОБСЕ. До сих пор я точно не знаю, какая польза от них у нас, к примеру, в Молдове, в Кишиневе. Следующая остановка на улице Котовского. Бывшей сейчас она называется Василий Александрий, а название остановки Антон Крихан. Там, где все вот эти северные названия улиц, новосибирские, омские, томские. Вот этот район начинается от остановки туда, в глубину и наверх. Пересекаем улицу Комсомольскую, нашу любимую. Вот заставка на нашем канале с Дядей Колей на улице Комсомольской. Комсомольской, пересечение Бернардации.
Ой, вот этот бар вообще будут разбирать или реконструировать, непонятно. Вот выезжаем на улицу Котовского, остановка Антон Крихан и наша остановка, следующая наша остановка. Раньше она называлась 40 лет ВЛКСМ. Здесь, на этой стороне, бывшее заведение «Три покойника» знаменитое, которое знали не только люди с телецентра, но и всего города. И до сих пор здесь есть... до сих пор здесь есть... Барчика уже нету. Есть мясной отдел, в котором делают замечательные корнисеи и метитеи. Замечательные. Мы всегда покупали их здесь Сережей художником. Сережа художник — это мой друг, который живет на телецентре, аккуратно за бывшим базарчиком. 40 лет ВЛКСМ, но мне пора готовиться, пора выходить. До новых встреч, дорогие друзья. Надо успеть зачехлить камеру к выходу, чтобы не суетиться. Вот заборы армянского кладбища и мемориала. Вот начинается мемориал. И Валентина, ресторан, 40 лет ВЛКСМ. Привет вам с телецентра, дорогие друзья. Я только что побывал в министерстве, там на латинице написано, но это что-то типа Министерства труда. И надо было фотку сделать. Социальный. Там я получил решение медицинское. И опять это решение не пожизненное, опять на 1 год. Твою дивизию, как будто у меня вырастут новые суставы, кости, там, не знаю, короче, дебилизм. Ладно, мы не об этом. И мы разместились на уютной такой терраске, вы знаете, прямо аккуратно, вот там, ленинский такой жест, прямо аккуратно там, вот за тем зеленым и белым забором находится остаток фасада бывшего кинотеатра 40 лет ВЛКСМ, хотя локация осталась той же самой. О, наш троллейбус «Троечка», который идет с Буйка на телецентр. И вот эта милая терраса. Очень сильно порадовала меня цена на кофе. Знаете почему? Не потому, что она низкая, а потому что в Кишиневе цены везде, знаете, у нас градация по 5 лей на кофе и чай. 95%. Здесь кофе стоит, угадайте, 21 лей. Я ощутил себя, как будто я в Болгарии. Знаете, вот там у них цены, если перевести на лей, так там вообще градация. Хотя у них деньги крупнее. Им сам Бог велел там ставить 15, 20, ну эквивалент. Допустим, 1 лев это 10 лей, да? А у них цены какие? 11,40, 12,70, 13,80 цены. Это получается, если в леях, это... Ну, я так уже и перевел, да, 13,80 это было бы в леях, или 12,40. У нас нет, у нас 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45. Цену 45 я слышал еще 6 лет или 5 лет назад возле ЦПК, вот там, где дневной кинотеатр, где бывший дневной кинотеатр, заведение «Саркис». Вот я там слышал такую цену. И девушки мне сказали, эти официантки, я так проходил мимо, хотел поснимать. Они говорят, у нас кофе от 45 лей. Думаю, опа-па. Вот это лафа. Наверное, самый вкусный кофе. Хотя это не так. Самый вкусный кофе я пил в Кишиневе в Норте Плюс на Буйканах. Был такой период у них, когда они поменяли кофе. И у Эседа в Парк-кафе. Парк-кафе меня срубил напрочь. И еще в гагаузской кухне, где мы были с Ларисой и Сашей, кофе на песке. Вот там тоже вкусное было кофе, да. И еще Петя делал в Хромой лягушке вкусный кофе. Но на этом пока все. Вот я когда выпью кофе,
хочу пройти здесь в магазинчик, типа вот Калипсо, как Калипсо на Буйканах, купить себе там солянку и мокрые салфетки. Посмотрю, сравню цены с Калипсо, и, кстати, заодно. Вот тут остановка, видите, там троллейбусик. Но уже нету базарчика 40 лет ФЛКСМ нашего любимого, к сожалению.